и плыви или сдохни. Ни с того ни с сего увидели на берегу домик рыжее бестия. И судя по тому, как все идет по нарастающей, завтра вообще что-то грандиозное должно. У нас гроза, которая преследует нас. И там сзади у нас байдарка осталась, которую нам еще нужно таскать. Это настоящая хардкорная кругосветка. Москвичи, привет вам! Здравствуйте, дорогие зрители, подписчики и гости канала Лесной Строитель. Меня зовут Алексей, и сегодня мы с вами отправляемся в большое путешествие. Как вы видите за моей спиной байдарка. Не так давно она у меня появилась. Наш поход запланирован на 6, возможно 7 дней с посещением самых таких знаковых строений нашей Самарской области. Мы планируем посетить и каменный дом, планируем посетить землянку в горах, землянку походного оптимиста, планируем порыбачить. Преимущественно по течению плыть будем, потом где-то в середине пути мы перейдем с одной реки, с реки Волга, на другую реку Уса, по суше пронесем нашу байдарку, примерно 2 километра. Короче говоря, маршрут перекликается с маршрутом всем известной Жигулевской кругосветки. Отправляемся в наше путешествие. А вам желаю приятного просмотра. Садитесь поудобнее. Погнали! О, здорово! Привет, Алексей! Смотрю, стол тут огромный. Да, Хорошо, в порядке. изменения, вот стол вижу. Ну, морилкой стол я видел, как ты вот это красил, да. А, еще и дровник. Переделать его надо. Ну да. Сад цветет и пахнет. А так все в порядке. А, лучка нету. Уже отошел. Ну, зато шиповник прижился хорошо. Нормально все. Так, а что там внутри? Опа. Что-то здесь тепло. А вот печка теплая еще. 32 градуса. Картину тут повесили даже он. Юрка вешал. Ага. Тоже нормально. О, народ гуляет. Да, народу приходит сюда очень много, уже побывало. Но это хорошо. Значит, землянка живет своей жизнью. А главное, все на месте, все лежит, все как было. Порядок, чистота. Чистенько, все аккуратненько. Ой, как жарко здесь. Здесь как раз, ну-ка, сегодня, да, кто тоже был, получается, да, 26-е. Ну 26-е, точно, вот, Анатолий 26 числа был. А сегодня как раз 26-е. То есть люди ночевали здесь, и чувствуется, дышать нечем. Просто нечем дышать, поэтому тоже запишусь в тетрадке. Здесь у нас начинается наша кругосветка. Именно с первой землянки, все очень символично. Поэтому оставим запись. И вперед к реке. Да, никогда бы ранее не подумал, что буду заниматься видеомонтажом роликов для YouTube. Например, мой друг-программист сейчас живет в Ирландии. Да, жизнь все-таки интересная штука. Но если вы еще не нашли себя и не знаете, кем стать, когда вырос, то не упустите возможность попробовать найти себя в востребованных и хорошо оплачиваемых профессиях. И это я про сферу IT. Спойлер, там вообще не обязательно кодить.
Согласитесь, приятно будет осознавать, что у вас есть потенциал к классной работе с щедрой зарплатой. Разобраться в IT-профессиях и найти ту, которая подойдет именно вам, поможет бесплатный онлайн-проект IT-рентген от школы Skill Factory. IT-рентген просветит каждого, раскроет ваши таланты в новой профессии и поможет сделать в ней первые шаги, осознанно и без головной боли. В рамках проекта пройдет онлайн-эфир, на котором реальные айтишники поделятся с вами честным мнением об IT. Сколько на самом деле им платят, остались ли вообще перспективы для начинающих. Вы узнаете не только о плюсах, но и о минусах IT-профессий. А еще на эфире пройдет розыгрыш сертификатов на обучение. Более 150 тысяч человек уже нашли свое место в IT благодаря этому проекту. Регистрируйся бесплатно по ссылке в описании или по этому QR-коду. Видел, да? Ага. Все, давай. Опа. Вещи все выгрузили. Очень много продуктов. Рюкзаки. Честно говоря, мне кажется, может быть, даже сейчас один оставим какой-нибудь, потому что, насколько это целесообразно их таскать. Кстати, по поводу лодки. Лодка от компании AMB. Сайт у них ambots.ru. Ссылку на сайт я оставлю в описании, обязательно закреплю в комментариях. Давайте на ней подробнее остановимся. Это лодка из ПНД полностью сделана, то есть пластик, да? Жесткий, ударопрочный. И для нас это хорошо. Жесткое дно. Соответственно, можно швартоваться на любой берег, и ничего ей не будет. По крайней мере, так заявлено производителем, а мы на самом деле потом просмотрим, проверим и поэкспериментируем. У нее есть такой вот отсек специальный для того, чтобы туда сложить там еду, какие-то продукты, да, вещи. На 90 литров этот отсек. Я думаю, мы сейчас его полностью забьем. Так, сейчас откроем его. Тут у меня сейчас тоже жилет. Опа. Сейчас уберем. Во. Ну, а вещи как-то частично в ноги раскидаем, а частично в нос. Кстати говоря, в нос лодки там тоже места дофига. Я надеюсь, поместится. Ну, если что-то не будет влезать, будем оставлять. Будем смотреть сейчас по важности вещей и упаковываться. Ну да, дело твое, просто мне кажется, не очень удобно. Для первой ночевки попробуем запустить. Вы не поверите, мы, короче, все умудрились разместить. Даже рюкзаки взяли. Один рюкзак в другой запихнули. Все нормально. Готовы к отплытию. Отплываем. Теперь будем вспоминать все ролики Ютуба. Как там учили плавать. Я думаю, вроде неплохо пока. Ага. Он синхронно. Хорошо. Прошли 1,5 километра по протоке, и сейчас будем выходить на Волгу. То есть вон Жигулевские горы. Пейзаж сменяется. На большую воду сейчас выйдем. Рыбка плещется прям в достаточном количестве здесь. А больше сесть Женьку надо научиться веслом работать. Я немножко все-таки хоть чуть-чуть да умею. Сегодня прикол, кстати, был. Лодку загрузили в гараже на машину. Все, уже поехали. Где-то километр 2, наверное, проехал. И вспомнил, что весла-то не взяли. Сейчас бы гребли руками. По-моему, бакланы. Слушай, а так много их, смотри, все дерево. Облепили. Физкульт, привет! Смотри, полетели. Привет, плывет. Ага. Обалдеть, я что-то даже и не заметил. Мы вот плывем, блин, а тут такая красота рядом оказывается. Главное, чтобы он лепеху не кинул оттуда. От радости. Наконец-то я начинаю погружаться в поход. Казалось бы, просто вот прям буквально чуть-чуть ушли в протоку от всей вот этой суеты лодочной.
лодочно-моторочным. И вообще прям другая жизнь. Просто шикарно. Приняли решение, пока вода тихая, спокойненькая, волн сильных нет, ветра нет. Просто идеальные условия для того, чтобы форсировать реку и переплыть ее. Приняли решение переплывать на тот берег. Кораблей больших нету. И завтра можно будет поспать подольше, потому что мы хотели завтра с утра это сделать. Да, удивительное дело, судов мало прям на реке сейчас. Ой, я смотрю, синхронная работа пошла. Ага. Физкульт, привет! Мы сейчас свой там запалим. Не, дальше. Да. Счастливо, да. Ну все, лагерь разбили, костер развели, палатки стоят, байдарку занесли сюда на берег, готовим ужин и отдыхать. Завтра нам предстоит длинный путь опять, километров 30 минимум мы должны сделать. Лучше, конечно, побольше. Обалденный заплыв. Мне очень понравилось. Но это, конечно, только начало. Посмотрим, какие следующие дни будут. Ну, с непривычки есть небольшая усталость рук, мышцы. Да, отдохнем, поужинаем. Завтра с новыми силами дальше в путь. Сочные еще такие, прям кайф. Колобок. Яйца, блин, ну десяток, я думаю, поместится в кастрюлю. Спасибо этому дому. Пойдем в следующий. Ну все, первая остановка. Плыли ровно 30 минут мы. Остановились около Штолен и горы Верблюд. Сейчас Женек пошел, поднимается, посмотрит, заснимет что-то. А потом я схожу, просто байдарку как бы тоже мы с собой не унесем, а вещей ценных здесь много. То есть один остается, второй поднимается, смотрит. Потом мы меняемся и, соответственно, я схожу уже что-нибудь поснимаю. О, вот они, Штольни. Обалдеть, как здесь холодно. Сегодня, кстати, по прогнозу 37 обещают днем. А, как же здесь было бы хорошо весь день провести. Прям от горы идет холод из этой пещеры, прям дует. Не могу передать это вам на камеру, но просто поверьте мне на слово. Вообще, в 1879 году начали вести разработку здесь горной породы и добывали известняк. Забуривались, делали туннели и взрывали направленными взрывами. В 70-х годах уже 20 века все работы здесь прекратились. По идее, здесь еще рельсы есть, даже причем они остались. На вагонетках горную породу отсюда вытаскивали. И уже потом по реке, я так думаю, на баржах куда-то, каких-то на плавсредствах других сплавляли. Либо вниз по течению, либо, может быть, вверх. Давайте зайдем, посмотрим. Вот, и ходы идут туда. Ну, здесь вот, да, тупик. А если пройти дальше, вот в ту сторону, да, там где-то ходы вообще метров на 200, на 300 уходят в гору.
Тут, конечно, не очень, я думаю, безопасно ходить без каски, потому что в любой момент может произойти обвал и упасть что-то. Ну, тут вот, видите, трещины идут, да? Поэтому я далеко заходить особо не буду. Чисто теоретически, я так предполагаю, все это дело вообще может, в принципе, даже обрушиться. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. Ладно, еще на гору Верблюд хочу подняться. Ну что, стоило оно того? Я думаю, определенно да. Просто посмотрите, какой обалденнейший вид. Река Волга. Гора, вон там, Тип-Тяп. Ну а там уже за поворотом, за этой горной грядой будет на том берегу город Самара. Да. День начался просто здорово. Вид просто великолепный. Зря Женек сюда не поднялся. Потом будет жалеть. Сейчас Женек позвонил, говорит, что приезжали лесничие, и, оказывается, введен запрет на посещение. Вот такие вот дела. А я тут хожу, лазю. Вообще здесь у нас даже дети забираются наверх и спускаются. Утро началось великолепно. Ну, единственное, лесники только что-то расстроили меня. Вообще, в принципе, сама ситуация глупая какая-то. Что за дела вообще? Запрет. А вот в лес ходить нельзя. Ну, бред какой-то. Вода, прям что-то это сегодня волнение на реке. Хорошо, что мы переплыли. Ох, вчера переплыли. Это прям здраво поступили. Уже к Самаре он подплывает. Совсем рядом. А здесь, вот, Лысая гора здесь. Вот там Барсук. Полка где-то там есть. Ну, такой прям срез в горе, скажем так, и полкой прозвали поэтому. И вон там пещера братьев Грёве. Да, по протоке дело пошло значительно лучше. Уже примерно 40 минут, наверное, гребем, может, чуть больше. Ну и почти всю прошли ее. До Рождества прям рукой подать. Вода тихая, спокойная. Течения, правда, нифига нету. По нулям практически. Но, тем не менее, это намного лучше и легче, чем по большой воде. Когда мы боролись и с волной высокой, и с этими судами мимо проплывающими. И плюс встречный ветер. Кстати, ветер вообще стих. Вообще нет его. Лепота. У нас есть свисток. Если что, мы сигнал подадим, чтобы нас не раздавили в лепешку.
Добро пожаловать в Рождество, как говорится. Корова нас уже встречает. Якорь какой. Такой по башке ударит, блин, мало не покажется сразу. До свидания. Утро третьего дня. Вчера прошли 35 километров. Все хорошо. Ночевку не снимали, потому что снимать особо-то и нечего. Поставили палатку, поели и сразу спать рухнули. Вот. Сегодня предстоит пройти порядка 25, и мы доплывем до каменного дома. Очень надеемся, что не будет никакого ветра, никаких волн. Ну и больше всего радует, конечно, что мы наконец-то уходим от цивилизации. Лодок сейчас будет становиться все меньше, меньше и меньше. Это не может не радовать. Места будут более дикие и более красивые. Но по ощущениям плывем прям достаточно бодро. К концу путешествия станем профессиональными байдарочниками и будем участвовать в различных соревнованиях. Научились слаженно работать. Единственное, с управляемостью пока кое-какие проблемы есть, то есть с поворотами. Если поначалу было немного страшновато, вот когда только сели, по крайней мере мне, когда мы сели только в байдарку, мне было немножко страшновато, что может перевернуться. Но, как показала практика, блин, очень устойчивая байдарка на воде. Мне кажется, ее перевернуть может, ну, наверное, только баржа какая-нибудь прям рядом проплывающая в 5 метрах. Либо сильный действительно шторм. Своя такая особенная атмосфера. Лагеря вот такие вот лачужные какие-то понастроили вдоль реки везде. И отдыхают. О, народ с природой воссоединяется. Оп, голый мужик в воду запрыгнул. Так что впереди нас ждет много интересного. Такая яхта симпатичная. Все, доплыли до Шелихметья, вышли на берег. Здесь дело в том, что есть магазин. Думали пополнить запасы воды, чтобы из реки не брать. Хотя это не так критично на самом деле. Ну и может каких-то вкуснях поесть там. Но магазин с 10, а время без 15:09. За этот час 15 мы успеем доплыть, я так думаю, как раз таки чуть ли не до каменного дома. Зацвела прям ужасно. Просто жесть какая-то, вся зеленая. Заряжаем аккумуляторы, какие есть. Благо солнышко хорошее сегодня. И панель работает на всю катушку. Питьевой воды нам нальет Да? бесплатно. Какие Вообще. есть баклажки, давайте. Холодненько? Холодненько. А получается нет воды, откуда наверное? Там пиво как У нас воду не пьют. Ну на отдыхе это самое главное. Знаю, кому-то. Для вас вода надо. Нет, для нас вода, конечно. Для вас вода будет. 2 пятишки воды. 10 литров. Это нам как бы не до самого оптимиста хватило таких запасов. Ну, до его землянки. А до его землянки плыть нам еще около 60 километров. Вообще болото прям. Офигеть. В этом году Волга зацвела конкретно. Я водяной, я водяной. Говорил бы кто со мной. Ага. Да, я болото. Охота. Да. Гоголь. Раз, два. Двухпалубный, что ли, считается он, по-моему, или Трех. трех. Верхний тоже считается вот это. Ну, 4 нижний не знаю, как считать.
Да, Гоголь написано. Причалили мы к берегу и хотели совершить хитрость определенную. Короче говоря, спешиться и лодку за собой протащить по берегу, уйти в протоку и по протоке как раз доплыть до этого змеиного затона и посмотреть, залезть на Вислый камень. Но когда мы причалили к берегу, поняли, что до протоки здесь что-то очень далеко идти. Река подсохла немножко, ушла вода. То есть она выше была, и протока ближе должна была быть, согласно картам. А она очень далеко. Тащить полностью груженную байдарку, а нафиг оно надо. А делать крюк до этого Вислого камня, это нам примерно 7 километров выходит, просто чтобы обплыть остров. А Вислый камень мы вам так покажем с высоты птичьего полета. Ракет-то не было вроде, да? Не было такой установки ракеты. Военной. Главное, чтобы мы буй не утащили за собой. Сейчас в поход буй возьмем. О, ударились. Это я подтягиваю. О, наконец-то. Наверное, там аккумулятор просто стоит. Да, скорее всего. Да. Смотри, цапля, что ли, и этот коршун, по-моему. Вдвоем, два соседа. Красивая природа все-таки. Тут горы, тут остров. А горы эти что-то прям бесконечные. Ну, они мелковатые, конечно, да, там 100-150 метров высота, не больше. Но все равно. Что-то говорит нам. Ну привет тебе. Поднимаюсь на гору к заброшенной турбазе. Я думаю, те, кто смотрит мой канал, наверняка смотрят канал и Дмитрия, походного оптимиста. И наверняка они видели, как на заброшенной турбазе Диман и Илюха как-то раз ночевали. Немножко там все помещение убрали, порядок навели. И вот именно ее сейчас мы и посетим. Фух. А потом увидим на берегу, в селе Винновка, на берегу стоит огромный монастырь. Обалденные виды там, конечно, тоже. Надо же было построить монастырь прямо на берегу реки. Очень шикарно смотрится. Там мы наверняка сделаем тоже стоянку, в магазин сходим, вкуснях поедим, типа мороженого или что-нибудь такого. Проплыли уже 25 километров на сегодня. По плану все у нас четко идет. Время 12 часов дня, представляете? То есть у нас все-таки сплав немножко превращается в сплав-экскурсию. То есть мы еще и ходим по местам наконец-таки, а не только гребем и гребем. А уже после Винновки на часика 2-3 мы остановимся в каменном доме, который тоже находится на берегу реки Волга. И уже там пообедаем, отдохнем, поспим, может быть, даже. На горе когда-то здесь была турбаза. Громоотвод. Это наверняка было красивейшее место. Ну и вообще прекрасное место для отдыха. Но сейчас она находится в запустении. Уже остались кое-какие строения полуразрушенные. Рано или поздно все это срастет и прямо как в Чернобыле природа возьмет свое и победит человека, что в принципе предсказуемо. Только дать надо ей небольшое время.
Вон там, видите, дом уже весь зарос. Прожектор и лампочка, на удивление, есть. Но я, правда, не уверен, что... Ну да, я точно уверен, что света здесь нет, провод висит. Да, видок, конечно, не самый приятный. Печка. Картины, которые Илья вешал, все уже выцвели. Ну а журнал, по всей видимости, просто сперли. Я его не вижу. Ну а вот, кстати, вид на эти места. То есть мимо этого острова мы проплывали. И где-то вот здесь вот примерно находится эта турбаза. Матрасы целые. То есть, в принципе, здесь можно переночевать. И даже окна целые. А дом-то был построен, смотрите, да, из каких бревен. Классный ведь дом. Просто шикарный. Бревна толстенные, там прям сантиметров 30, наверное, толщина. Хороший такой сруб. Жалкое зрелище, поэтому пойдемте лучше наслаждаться красотой природы. А она тут просто великолепна. Кстати, зимой, когда сюда поднимался, встретил 2 косуль. Здесь места довольно-таки дикие, несмотря на то, что здесь есть грунтовка. Да и вид какой-то все равно запущенный, там и не убираются, и что-то, смотрю, раковины нет уже, то есть куда-то ее там в коридор выкатили. Да, тоже заметил. Но осталась скатерть на столе. Ну да. И все. Короче, мы недовольны поведением туристов, которые приходят и что-то только лишь бы нагадить. Так себя туристы не ведут. Правильно. Ладно, поехали. Сейчас будем проплывать мимо монастыря. Сейчас загуглю просто название, скажу вам, как называется. И уже потом в каменный дом часика на 2, на 3 отдыхать. О, хорошо. Тогда можно на любой берег причаливать. Дно пластиковое. И точно ничего с ним не случится. В отличие от обычной байдарки. Очень удобно. Ну все, поплыли мы к монастырю, а потом в каменный дом. Все равно, конечно, впечатление от такого сплава, ну, у меня сейчас вот в целом положительные. Потому что, блин, как на велосипед какой-то, хоп, прыгнули, сели и поплыли, поехали. Такой своеобразный вид транспорта, интересный. Вот мы приплыли к красивому монастырю, который называется Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь. Прямо на берегу реки Волга, в районе села Винновка. Просто огромный по своим масштабам. Ну вот так вот, такая вот красота, короче говоря, здесь на берегу речки. Вот он, самое быстрое судоходное средство из пассажирских. И мы чуть в него не врезались, в это самое быстрое средство. Алдай 45R. Ну, чем-то похоже на Восход. Раньше Метеор такой же по реке ходил. Вы не поверите. Квас с хреном, с изюмом и с хлебом. В этом монастыре продается квас домашний.
Я себе взял вот такой, и еще с имбирем. Ну, спросил, есть ли алкоголь. Говорят, в принципе, допустимо. То есть, возможно, там чуть-чуть присутствует он. Но в целом я не чувствую. Вроде квас, но вкус необычный, конечно. С хреном первый раз такой пью. Погнали. Ну прям по-настоящему такой домашний квасок. Обалденный. Просто шикарный. Я такой квас бабушка делала подобный. Ну, плюс-минус похожий по вкусу. Ну а мы плывем дальше. Нам пройти надо еще километров, наверное, 10 желательно. Чем больше пройдем сегодня, тем меньше плыть завтра. Так что вперед из песни. Вот он, домик каменный. Наконец-то мы добрались до него. Я здесь последний раз был зимой. По-моему, в феврале или в марте месяце, вру, то есть уже весна получается. О, посмотрим, проверим, что здесь, как на месте, все не на месте. С виду так все, вроде как целое. Крыша, зараза, которая мне тогда спать не давала, все протекало. Ну, петли, которые я поставил, на месте. Герметик отошел, блин. Щепа кто-то сделал. Ну, все по-старому, да. Шмотки те же самые лежат. О, журнал же появился тут. Ты видел? Да, заметил. Вот, журнал появился. Это дело хорошее. Вот, совсем другое дело. Можно и пообедать. 15-16 октября 2022 года. Делаю первую запись в журнале посещения этого удивительного места под названием Каменная землянка или землянка рыбака. Произвел небольшой ремонт, сделал уютнее и теплее. Если вы турист или рыбак, просьба не вандалить, не мусорить и оставлять после себя дрова и хорошее настроение. Передаю привет и особое уважение Диме, походному оптимисту, Илье, тайной тропой, и Алексею, лесному строителю. До скорой встречи. Всем добра. 5 марта, дорогие посетители, оставляйте свои записи в тетради посещений, не стесняйтесь. Алексей, как же так? Ну да, я как раз в марте и был, по-моему, да, в начале. Дополнительный привет семейным парам из каналов «Каждому свое» и «Плыви или сдохни». Классное название у канала. Я обязательно посмотрю, что это за канал. А также The Вовка. Ну, это Вован, который домик на дереве построил. И Клёниным. Не знаю. Давайте будем чуточку добрее и адекватнее. Туристами, получается, которые официально оформились здесь, будем мы. Ну, я предлагаю тебе тогда, Жень, написать что-нибудь, а потом я тоже добавлю. Вообще, место просто чудеснейшее. Вот летом оно оставляет неизгладимое впечатление. Речка, матушка Волга, вон баржа плывет. И главное, в тени. Вот так стоишь, любуешься просторами реки и дышишь прохладным воздухом, которого сейчас нет. Огромное спасибо Андрею за это уютное жилье, которое он предоставляет путешественникам и путникам, проплывающим мимо или проходящим мимо зимой. Наверное, рыбаков это место пользуется успехом. Если что, я там написал, что можно попробовать связаться в Телеграме, пообщаться. Ну, вдруг какую-то помощь сможем оказать, мало ли там. Я думаю, Женька не против будет, потому что крыша протекает, и, в принципе, там на один денек приехать мы бы смогли и помочь ее починить.
Ну, а мы будем обедать. Овсянку сгущенкой не испортишь. Вот такой вот у нас обед. Я вот не знаю, может где местами пройдет. А температура тоже такая жаркая, да? Да, 35 Обалдеть. и гроза. Блин, Кошмар. грозу-то по воде опасно. Прогноз погоды неутешительный, обещают дожди и грозы завтра, послезавтра. Это плохо. Потому что нам во что бы то ни стало, надо пройти весь путь. Другого выхода нет. Хищный, да. Орел даже возможно. У нас, во-первых, сзади шум какой-то непонятный, как будто приближается. Мы уже раза 3 оглядываемся, никого нет. А, слушай, самолет, может, тут был. Я что-то все назад оглядываюсь, никого нет. Только Женька вижу. И муравьев. Кстати, про муравьев. У нас в лодке лишние пассажиры есть. Муравьи. В районе Рождества они у нас в сахар залезли и с нами плывут. За билет не платили. Халявщики, блин. Ну ничего, мы их довезем, если вместе с сахаром и с чаем не выпьем. А то, кстати, кашу. Ну ладно. А то кашу готовил. Там муравья 3 точно было. Тоже, наверное, пассажиры как раз. Увидели часовню с берега. Ну вот, решили подняться. Посмотрим, что здесь. Строение очень старое. Смотрите, из каких блоков оно выложено. С каким-то рисунком даже, да? Таким. Попытка что-то, какую-то задекорировать как-то. Фундамент уже немножко обрушается. Трещина идет. Здесь покоится прах капитана Квантунской крепостной артиллерии Алексея Николаевича Люпова, убитого в ночь на 25 сентября на Купеческой пристани у села Ермакова при попытке заняться хуторским хозяйством. Родился 22 февраля 1872 года. Убит 39 лет, День ангела 17 марта. Надписи. Те, кто, видимо, здесь бывал. Не знаю, просто так, что кто-то надписи не носил, видимо. Ты хочешь туда залезть вообще? А, там тропа, вон, я вижу. Тропа, она как раз, наверное, ведет к тому синему кресту, который на самой горе. Да. Не, я просто тоже вижу тут натоптано, думаю, зачем люди на крышу пытаются залезть. Теперь я понял. То есть дорожка, вон она туда уходит прям. И по тропе, видимо, к тому синему кресту поднимается, который мы видели с берега, с реки. Кстати, рама тоже металл. Вот так вот. И дверь очень крутая. Ну и как обычно, какой прекрасный здесь вид. Просто великолепный. Теплоход Алексей Толстой проплывает. Белый дом стоит на горе, сзади лес. И вид. Гоголь был, Толстой был, вот и Булгаков. Прямо сбор писателей каких-то сегодня. Ну вы что, не боитесь, что ли? Смотри, эти самые наглые два. Очень красиво. Прям надеюсь, что картинка на камере сможет передать это. Очень красиво. Камыши, стоячая вода, протока. Но это не проток, тут вода прям стоит конкретно. И такое зарево на горизонте от заходящего солнца.
Нет, этот момент мне точно надолго запомнится. Да. Наверное, я так думаю, в кругосветку никто так не ходит. Короче, знаешь, сколько мы сегодня прошли? Сколько? 42. Обалдеть. 42 километра. Вот. Вот это мы молодцы. Под вечер уже третье дыхание открылось. Сейчас встали на ночлег около какой-то деревни, Мордова, что ли, называется. И, соответственно, нам завтра уже намного меньше проплыть надо будет. Надо будет посмотреть, ну, я так думаю, в районе 35 километров. Самое главное, по суше перейти с одной реки на другую. И это всего лишь будет 4-й день завтра путешествия. Причем первый можно было практически не считать. Потому что мы стартовали в 5 вечера, по-моему, или в 4. Пока приноровились. Да, кстати, пока научились на байдарке еще работать веслами, да, точно. Мы же вообще как бы без подготовки, без умений, без навыков. Ну, я немножко умел веслом работать, чисто исходя из опыта на покрафте. Вот. А сейчас синхронно. Да, сейчас прям нормально синхронно. Под конец уже третье дыхание, когда открылось, прям нормально пошли. Короче говоря, ужинаем и отдыхать. Комаров много, поэтому надо быстрее в палатку прятаться. А тут, кстати, причалили какая-то детская площадка вообще. Палатка и детские игрушки. Я надеюсь, завтра нас никто здесь с утра не разбудит с криками, что за хрень тут вообще устроили. И дадут нам нормально поспать. Еще бы комаров поменьше было бы вообще здорово. Придумали название тут нашей байдарки. Рыжая бестия. Ну а что, правильно, она прет у нас дуром и вся прям выпрыгивает аж из-под нас, как ей хочется быстрее доплыть до конечного пункта. Доброе утро, кстати. Деревня Мордова, до свидания. Спасибо за теплый приют и ночлег. Отправляемся дальше. Сейчас мы пообщались на берегу с людьми. Тоже они подтвердили наши опасения, что в обед обещают грозу. Соответственно, надо до грозы успеть. Можно дальше поплыть. В идеале до точки перехода с одной реки на другую. Было бы здорово. Хотя бы там переждать, если еще дождь ливень. В общей сложности уже 90, что-то 2, по-моему, да, вчера я показал. 92 или 93. Вот, 93 километра практически уже прошли. Может быть, даже и поболее. Там, ну, плюс-минус. Сегодня 4-й день, получается. И предстоит еще 35 точно сделать. Ну, а как пойдет дальше, посмотрим. По планам посетить пещеру Степана Разина и добраться до землянки походного оптимиста. И там уже устроить банный день, хорошенько отдохнуть, поспать. Может быть, еще и завтра там переночуем, посмотрим. То есть, может быть, даже на 2 ночевки останемся, может быть, на 1, но это уже на месте решим. Ну все, отправляемся в путь дорога. Надеюсь, погода будет нам благоприятствовать. Ну все, вот мы и дошли до большой воды. Я думаю, уже потом особо включаться смысла не имеет, потому что будем просто плыть. Но если что-то интересное это будет, то, конечно, остановимся, расскажем, покажем. Пока наша рыжая бестия что-то разгоняться не сильно хочется, и виной тому накопившаяся такая небольшая усталость. Я думаю, сейчас мы в ритм немного войдем, какой-то темп зададим. И хорошо, что ветер попутный в спину. Сейчас бы парус как-нибудь сделать, было бы вообще классно. Ну, может быть, подумаем над этим попозже, может, как-то попробуем.
А я вообще о таком походе, кстати, мечтал, знаешь, из-за чего? Я фильм этот, как он там, «Верные товарищи», что ли, там три пацана по Яузе-реке сплавлялись в детстве, им там лет по 5 было. А потом они выросли, такие дядьки уже большие стали. И там один какой-то инженер-конструктор, что ли, там третий там начальник какой-то, второй еще кто-то, фермер. И вот они выросли, да, и сплавлялись по реке. Вот этот фильм запомнился, и я прям что-то тоже мечтал так сплавиться. И вроде с утра вот руки не гребут, а сейчас уже часок, да, прошел, уже нормально. Природа заряжает просто. А не подскажете, где здесь пещера Степана Разина? Вот вдоль камыша прям воткнете спереди и сразу увидите в гору туда. И видите тропинку. Все, спасибо большое. Спасибо. Хорошей рыбалки вам. Спасибо. Спасибо. Пока он есть. Да. Да я думал, вот здесь тогда причалим, чтобы поудобнее было. Наконец-то добрались мы до пещеры Степана Разина. Природная и культурная достопримечательность. И, между прочим, охраняется государством. Но государства здесь не вижу, который его охраняет. Поэтому мы смело можем зайти внутрь. Да, зимой тут, если снегом заметет, то только по-пластунски можно залезть. Ух ты, ну а тут она прям огромная. О, даже можно в полный рост стать. Аж пар. Ага. О, как хорошо ты здесь. Не, главное, лаз такой маленький, да? Вот пещера здоровая. А главное, хорошо, как холодно. На улице опять 37, что ли, уже который день. У нас прям жаркий поход такой, каждый день мучаемся. От жары погибаем. И вот, наконец-то, под кондиционер попали. О, ну что, пещера как пещера, но по размерам довольно-таки большая. То есть она по форме примерно практически круг. Такой, с опускающимися сводами по краям. И по высоте здесь по центру метра, я так думаю, 3,5. И туда уже ближе там с полметра. Да, кстати, вот отсюда вот прям очень хорошо видно, как потолок так сверкает, я бы даже сказал. Да, он на паутинке конденсат. А вот даже видно, я говорю, как капельки вот они свисают. Вот на потолке, вот отсюда хорошо видно это. Хорошее место, и классно, что здесь можно спрятаться от жары. Наверняка рыбаки, которые вот там вот вдоль реки рыбачат, это и делают здесь. Ну, а зимой, может быть, да, может быть, здесь и можно даже согреться, переночевать. Все равно хотя бы ветра такого нету, как на реке. Че, пойдем тогда? Пойдем. Не будем, ух ты. Ах, как хорошо ударился, надо в каске ходить.
бывает и такое. Я думал, только машины друг друга на буксире тащат. Вон, яхта на трассу тащит за собой катер. Эй, возьмите нас с собой тоже на трос. Не хотят нас с собой брать они. Ну чуть-чуть, километров 5 бы хоть добросили. Тихо, 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 все нормально. Сейчас чуть воды не хлебанули мы. Мимо лодка поплывала и прям нормально так захлестнули. Водички налило, но ничего. Главное, что не перевернуло. Это хорошо. В плане устойчивости вообще нареканий нет никаких. Байдарка прям великолепная. О, какая красотень, а! Вообще просто классно. Вон еще скала такая прикольная. Вышли на сушу. Сейчас предстоит нам перейти с одного берега реки Волги на другой берег реки Уса. Место, конечно, такое атмосферное. Советский флаг, он что-то с каким-то... Ну, там что-то, да, короче, советский флаг с каким-то знаменем. И вон там повыше на горе Дедушка Ленин. Сейчас у Дедушки Ленина рядышком там отдохнем, посидим. И двинемся в путь. Будем переносить, наверное, сначала там, на 200 метров рюкзаки унесем, а потом возвращаться за лодкой. То есть сначала рюкзаки отнесли, вернулись за лодкой. И перебежками потихонечку, я думаю, мы дойдем до речки. 3,5 километра надо пройти. Посмотрим. А вон, кстати, и трасса уже видна. Начинается самый трудный этап перехода. Поэтому метров 20 пройдете, и потом по полю увидите дорогу. А, по полю можно? Да, по полю. И там вот тут слева. Это федеральная трасса М5. Сейчас нам остается перенести лодку. Благо тут нам повезло, пешеходный переход есть. Побежали. Давай на поляну. А мы продолжаем вести наш репортаж, как мы переходим пешком вместе с нашей байдаркой. Посмотрите, что тут происходит. Начался ураганный ветер, поднялся прям, вон деревья как мотает. Там сзади нас гроза, которая преследует нас. И там сзади нас байдарка осталась, которую нам еще нужно таскать. Будем сейчас искать, может быть, какое-то место на всякий случай. Если что, спрятаться от дождя хотя бы. Вон, чернота прям идет оттуда. Вообще офигеть. Полилось. Давай, надевай. Да надо лодку спрятать тоже. Давай сейчас еще и лодку куда-нибудь под деревья туда закинем. Контент пошел.